Анна Щербакова давно зарекомендовала себя как гуру правильной стратегии на важных стартах. Ее ум и опыт помогут обогнать более юную соперницу. Женский турнир обещает стать самым непредсказуемым на Олимпиаде в Пекине. За награду высшего достоинства борются сразу 3 россиянки, и их шансы после не самого уверенного выступления Камилы Валиевой примерно одинаковы. Пока 15-летняя ученица Этери Тутберидзе переживает последствия стрессовых разбирательств по поводу ее положительной допинг-пробы, 2 другие наши спортсменки готовятся к настоящему марш-броску в произвольной программе. Внезапно теневым фаворитом игр в Китае стала Анна Щербакова. Действующая чемпионка мира показала выдающееся катание в первый день соревнований и совсем немного уступила своей главной сопернице. При этом наверстать упущенное Ане не составит труда благодаря правильной стратегии и хорошему психологическому настрою. Высокий интеллект фигуристки – ее главное оружие в гонке за золото Пекина. Дебют Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине едва не омрачила одна неприятная деталь. Спортсменка столкнулась со сложностями во время подготовки к прокатам из-за сломанных коньков. Ученице Этери Тутберидзе пришлось экстренно заменить инвентарь и разнашивать новую пару обуви. Это неминуемо сказалось на качестве тренировок. Действующая чемпионка мира нередко ошибалась на прыжках и заменила свой коронный каскад Лутц Ридбергер на более простую комбинацию с тройным тулупом. Тем не менее с формой у Ани все оказалось в порядке, и в короткой программе в Китае она в очередной раз доказала, что умеет собираться в нужный момент. Россиянка единственная из 30 участниц продемонстрировала безошибочное выступление, за которое получила свыше 80 баллов. После первого дня соревнований фигуристка занимает 2-е место вслед за Камилой Валиевой и имеет прекрасные шансы в произвольной программе. Это придает Щербаковой дополнительную уверенность и мотивирует на дальнейшую работу. Очень довольна выступлением, выполнила поставленную задачу. Более того, очень рада. Сегодня, на удивление, практически не нервничала. Очень спокойно с самого первого акцента контролировала каждое движение, прыжок, вращение, это очень важно. Поэтому всем довольна. Да, я на новых коньках, но не хотела бы акцентировать внимание, мне это не мешало. Конькам примерно 3 дня. Я очень часто меняю коньки в течение сезона. Конечно, не хотелось, чтобы это случилось здесь, но я была к этому готова, делилась своими впечатлениями Аня. Диспозиция у Щербаковой действительно хорошая. Технически воспитанница Хрустального слегка уступает своим соперницам. Базовая стоимость ее программы с квад-лутсем и квад-флипом составляет 81,88 балла, это почти на 4 балла меньше, чем у Валиевой с 3 четверными и тройным акселем. Но Аня готовится к усилению. Спортсменка намерена исполнить 3 старших квада, один из них в каскаде, что нивелирует этот перевес. Кроме того, при минимальном разрыве Щербаковой придет на помощь ее авторитет, заработанный на чемпионате мира и 3 первенствах России. 2-я оценка традиционно считается сильной стороной фигуристки, что и показало судейство в Пекине. Арбитры лояльно отнеслись к россиянке, оценив ее мощную постановку под музыку композитора Инона Зора. Но есть у Ани и другая козырная карта, ее фирменный характер и интеллект, который не позволяет ей лишний раз рисковать на главном старте 4-летия. Именно поэтому Щербакова не может проиграть. На чемпионате мира в Стокгольме фигуристка исполнила в произвольной программе лишь 1 четверной, но все равно выиграла. Этот ход показывает стратегический склад ума фигуристки. Ее отличают интеллигентность и эрудиция, которая помогает ей в спорте. Аня внимательно следит за соперницами, пересматривает старые прокаты и помнит каждое выступление до мелочей, кто под какую музыку катался, что прыгал и какие оценки получил. При этом она не только собирает огромный объем информации, но и грамотно ее анализирует, что позволяет мгновенно ориентироваться в ситуации и принимать верные решения за доли секунды. В пользу Щербаковой говорит также удивительная психологическая устойчивость. Спортсменка в любой ситуации умеет выступать на максимуме и даже лучше.
В условиях жесточайшего прессинга из-за положительной допинг-пробы одной из членов сборной России это очень нужное качество. Пока фокус внимания смещен на более юную соперницу, ставшую предметом громких дискуссий на играх, Аня может спокойно готовиться к своим прокатам, продумывая наиболее удобный план действий. В тренерском штабе Тутберидзе понимают, что Щербакова – абсолютно самостоятельная спортсменка, мотивированная на результат. Этери Георгиевна – отличный стратег и психолог, способный оценить, в каких кондициях и эмоциональном состоянии находятся ее подопечные. И, наверное, самое лучшее, что она сейчас может сделать, это дать Ане достаточно свободы для маневра. В Пекине фигуристка может по-настоящему удивить и выиграть в борьбе за золото. Начинаешь почти с нуля. Ягудин рассказывает о неожиданной проблеме с Щербаковой. Короткая программа у девушек. Все. Валиева ожидаемо выиграла, Щербакова стала второй, а Трусова – четвертой. Что касается выступления наших девушек в целом. Есть фраза, что турнир невозможно выиграть короткой программой, но возможно проиграть. Сегодня девушки этого не допустили. После короткой программы лидеры достаточно компактно расположились в турнирной таблице, а наши – первая, вторая и четвертая. У каждой не потерян шанс. Щербакова проходит тяжелые времена. Аня Щербакова – умничка. Знаю, что у Ани сложилась неприятная ситуация. Буквально несколько дней назад ей пришлось поменять ботинки. Сейчас Аня действительно проходит через тяжелые времена, потому что обкатка новых – это тяжелая ноша для фигуриста. Для того, чтобы войти в форму, мне требовалась неделя, а то и полторы. Не знаю, насколько давно это случилось, но на данный момент Аня справляется с этой проблемой. Уже 3-4 дня Щербакова катается в новых ботинках, поэтому сегодня не было каскада тройной лупс, тройной ридбергер. Сегодня не стали рисковать и пошли на чуть более простой для Ани контент, тройной лупс, тройной тулуп. Остальные элементы же тоже никуда не деваются, но они были выполнены детально чисто. Обкатка коньков у всех идет по-разному. Наверное, девушки поймут. Это что-то похожее на то, когда вы покупаете новую обувь с каблуками. В какой-то момент понимаете, что где-то натирает и совсем неудобно. Надо понимать, что ботинки фигуристов – это не мягкие кроссовки или уги. Один раз мне пришлось менять ботинки буквально за 2 недели до чемпионата Европы. Обычно спортсмены обкатывают их во внесоревновательное время, во время сборов. Затем используют эту пару ботинок практически на весь сезон. Когда за несколько дней до выхода на лед в рамках соревнований у тебя вдруг ломаются коньки, это дополнительный стресс. Аня находилась в прекраснейшей форме. Исполняла на тренировке и четверной флип, и четверной лупс. Ситуация со сломанными ботинками отбрасывает тебя немножко назад, начинаешь практически с нуля.